Всем привет! Сегодня такая тема постучалась. В потоке хочу посмотреть разговор созвучных душ, мужчина и женщина. Это космический будет поток. Это ваш разговор на тонких планах с вашим божественным партнером. Это не важно, встретили вы сейчас этого человека, либо вам только предстоит эта встреча. Возможно, вы сейчас в одиночестве, льете слезы, да? Но мы сейчас посмотрим. Так. Что хочет передать пространство. Сегодня я еще проведу с вами сеанс исцеления, благости, изобилия внутри. Эх, карты летят, значит, сейчас поток пойдет. У меня всегда летят карты, когда уже хотят говорить они. Вы друг для друга уникальные люди. Он уникален для вас. Вы уникальны для него. Вы общаетесь на самом деле в своем бессознательном. Вы его чувствуете, а он чувствует вас. Встреча. У вас встреча именно в бессознательном. В ваших астральных путешествиях во сне. Но это как раз разговор именно с космическим пространством. Дыхание космоса. Что это значит? Вдыхать этот космос в себя и чувствовать доверие, тотальное доверие ко Вселенной, к пространству. Не вмешиваться в планы Вселенной. Не прогибать пространство, что я только хочу этого партнера и все, больше никого. Это похоже на наваждение, когда человек, например, думает, что только с этим партнером или с этой партнершей он будет счастлив. На самом деле, может быть, это вообще не ваша пара. Вы должны вспомнить дары души, и вы уже проходили через этот опыт в прошлых жизнях. То есть встреча это была. Давайте еще посмотрим. У вас как раз встреча, смотрите, карта какая. Но вы на большом расстоянии друг от друга. 1 000 000 световых лет, кажется. Энергии космические идут, то есть это совсем другое взаимодействие, неземное. У вас происходит духовный рост, и у него происходит духовный рост. Вышли посланники и хранители ваши, космические хранители, энергии света, энергии плеяд. Они хотят вам передать то, что вам нужно идти вглубь себя, замедлиться и перестать прогибать пространство, перестать сомневаться. Вернее, знаете как? Вы должны... То, что должно уйти, оно должно как по течению. Вот сейчас я вижу течение, оно очень стремительное. Пусть уплывает все то, что вам не нужно. За то, что вы цепляетесь так долго. Вам нужно от этого избавиться, как-то отпустить это. Ну, у вас
ваш партнер вас чувствует, а вы его чувствуете все равно. Вы знаете, как ваши души уже в космическом плане соединены. Они соединены, и даже через огромное расстояние он стремится к вам, а вы стремитесь к нему. У вас должна произойти активация вашей кристаллической решетки, вашего светового тела. Тогда и произойдет эта встреча. Когда вы перестанете, знаете, как будто бы на кого-то полагаетесь все время, а вы понимаете, что все ответы в вашей душе уже есть. Все ответы содержатся в вашем сердце, в вашей душе. И опять все карты говорят, последние расклады говорят о том, что вам нужно действовать самим. Вам нужно быть этим лидером, этим световым лучом, который пробивает вот это пространство, чтобы он вас заметил, либо она вас заметила. То есть ваша светимость должна вырасти. Вот она как раз, энергия Плеяд, глобальное видение, новые идеи. Истинная картина мира. Истинная картина мира, знаете в чем? В том, что все состоит из энергии. Сначала была энергия, потом происходит материя. То есть сначала вы формируете энергетически свои тела. Это рыба прыгает. Свои тела энергетически формируете. Светимость вот эту проводите в себе. Для этого вам нужно кому-то трансформировать свои тела даже, чтобы вобрать в себя этот свет и смочь этот свет проводить через свое тело. Потому что если вы не подготовленный человек, ваше тело физическое, оно просто не выдержит такого потока энергии. Глобальное видение. Сначала энергия, сначала мысли, сначала энергетический посыл, а потом воплощение в материи. Вот так. Я же вам сказала, вам нужно самим вот стать этим светочем, этим лучом для того, чтобы привлечь, пригласить в свою жизнь этого божественного партнера. Пока у нас не разговоры сейчас идет, я говорю вам общую картину, что между вами происходит. Вам нужно начать самим быть светимыми, проявляться в этот мир. Петь, в общем, свою песню своим голосом. И тогда он услышит вас. Глядите глубже, потому что вы уже встречались с этим человеком во многих воплощениях. Миллионы воплощений у вас уже были. Это идет, знаете, откуда, с каких времен? Это космос, еще до зарождения Земли даже, до зарождения мира, до зарождения Солнечной системы. Это вот вам туда нужно пойти, вглубь. Сложная концепция, конечно. Упади в мои объятия, то есть довериться миру. Довериться, знаете, чему? Вы намного больше, чем эта реальность, в которой вы живете. Эти тела, в которых вы живете, это вот ваша обыденная жизнь. Вы намного больше этого.
Ваше воплощение уже душа, именно душа как монада, была воплощена задолго до зарождения даже цивилизаций. Вот так я скажу. То есть такой поток у меня идет. Это оттуда идет связь ваша. То есть это космический ваш человек. Как же им встретиться-то? Знаете как? Пробудить в себе вот этот фундамент, эту землю, чувствовать ее. Особенно женщины у нас хорошо чувствуют это. И мужчины тоже. На самом деле вам просто нужно идти в ваши места силы и довериться. Это тотальное доверие. Тотальное доверие Творцу и Вселенной. Прекратить цепляться за... Да, вам внутренняя земля, то есть это как опора ваша. Должна быть внутри вас опора. Вы переживете это. Новые решения придут, новые начинания. Так, еще. Ну, все ваши пути ведут домой на самом деле. То есть интуиция, пробуждение интуиции, светимость, прислушиваться к себе. Так, ну, это все, конечно, прекрасно, но первые шаги вам сейчас нужно действовать. Вы не одни, у вас есть эта связь уже. Позволить этому свету прорваться сквозь вашу оболочку и аннигилировать даже ваше тело. Знаете, когда это происходит в медитации, в особенно глубокой медитации, когда вы чувствуете, что световые, вот эта энергия, она течет по вашим сосудам, венам, по вашим клеткам, и в итоге она прорывается сквозь оболочку и взрывает ваше привычное тело. То есть это идет трансформация вас в моменте здесь и сейчас. Эта трансформация очень переживаемая вами как катарсис. Вам нужно к этому прийти состоянию. Давайте еще посмотрим. Взяла космические специально колоды для этого. Разговор ваших душ. Вам нужно стартануть ракетой в новое, полететь в этот космос, оторваться от привычного, обыденности вот этой, переродиться, как будто, знаете, открыть новые миры. Вы сейчас не соединены. Вы одна, и он один. Но вы мечтаете о нем, а он мечтает о вас. Он ищет вас. Я ищу тебя. Я ищу тебя сквозь времена, расстояния. Я ищу тебя как самое ценное, как саму жизнь. Ты моя жизнь, я ищу тебя. Ты моя сила. Ты мое искушение. Ты моя пара. Наши звезды, наши пути идут параллельно, вместе. Мы с тобой прокладываем этот путь вместе. Я разговариваю с Луной, а ты летаешь в этом пространстве
возвышаясь над разрушениями, над привычной жизнью. Не сдавайся никогда. Верь в меня, верь в себя и верь в наш путь. Ты должна пробудить в себе этот эликсир, эту божественную силу внутри, наполниться этой любовью для того, чтобы я смог тебя найти. Потому что ты мой светоч, ты мой маяк. Я иду за тобой, я иду за твоим светом. Без тебя я задыхаюсь, у меня нет воздуха. Ты моя пара. Ты моя пара, божественная пара. Так. Может быть, сегодняшний поток будет для вас непонятным и реальным каким-то. Но вы чувствуете душой, слушаете душой. И зарядитесь сейчас этими вибрациями. Смотрите, какие лучи света вам. Это сила, место силы. Я люблю тебя, и я найду тебя. Я найду тебя. Да, сейчас я в одиночестве. Но ты настолько привлекательна, ты настолько красивая. Ты так наполнена этой любовью, этой вибрацией красоты и счастья, что я понимаю, что ты дана мне самим Творцом. Ты моя победительница, ты женщина света, женщина для любви. Ты истинная женщина. Пробудись, проснись, начни свою новую жизнь, начни светить. Я должен найти тебя. А как я найду тебя, если ты прячешься сама от себя? Я найду тебя именно в твоем расцвете, когда ты будешь наиболее светима, красивая, наполненная, яркая. Мы с тобой общаемся, когда ты погружаешься в созерцание природы, когда ты практикуешь либо медитируешь. Ты еще не знаешь этого, но я найду тебя с любовью. Я люблю тебя. Вот любовь и вот любящий мужчина. Вот эта пара соединяется, когда в ее сердце зажигается любовь, и он любит ее. Какой-то очень ванильный расклад, да, получается? Я хочу, чтобы вы отдохнули душой и наполнились этим светом. Да, чтобы вы отдохнули, в безмятежности побыли, в доверии полном ко Вселенной, к Творцу. Смотрите, сейчас на самом деле магия происходит на ваших глазах. Смотрите внимательно, слушайте и воспринимайте всеми фибрами своей души. Сейчас в вас проникает этот свет,
который запустит этот процесс активации в вас, вот этого светового поля, для того, чтобы вы созерцали этот мир без временных рамок. Вы разрешаете себе быть легким человеком. Внутренний ребенок здесь вышел. Через любовь к себе вы, как погружаетесь внутрь себя, вы познаете свой внутренний мир. Сначала нужно узнать. И вот эта любовь внутри вас, которая рождает в вас целые миры, желания, стремления, вам хорошо с самой собой. Когда вам хорошо с самой собой, тогда и ваш божественный партнер захочет к вам притянуться. Вы его пригласите тем самым в свою жизнь. При этом вы замедлитесь, заземлитесь. Это когда вы не только в мирах летаете, где-то там в галактиках, в космосе, а именно в материи вы чего-то достигаете, что-то делаете, воплощаете именно свою светимость. Кто-то займется танцами, кто-то начнет петь, кто-то стихи писать, кто-то займется творчеством, да, в любых аспектах, кто-то музыку пишет, кто-то будет сейчас клип снимать. Ребята, это просто сейчас для вас идет поток на вашу творческую реализацию. Ловите вот эти солнечные лучи, потому что это солнце последнее в этом сентябре, в этой осени. Я чувствую, что погода скоро сменится, и я не смогу к вам выходить именно на природу, потому что будет холодно уже. Вы бескрайняя Вселенная. Вы должны обрести внутренний ресурс и целостность. То есть это говорится о том, что и мужчины, и женщины должны быть сами себе интересны. То есть вам, когда у вас переполняется изнутри, тогда вы можете делиться этим с другими людьми. Но когда вы пусты внутри, что вы притянете? Только пустоту. Подобное к подобному. То есть вы хотите божественного партнера, так соответствуйте этой чистоте и частоте. То есть вы должны подняться вот над своим воплощением сейчас. Вот это вот мирок ваш, вот эта обыденная жизнь, обычная, да, понять, что есть намного большее, что зародилось еще до вашего первого воплощения на эту планету. Находитесь в потоке. Поточное мышление, доверие. Это доверие ко Вселенной, это доверие к Творцу, это действие, знаете как? Но это не действие по эмоциям. Знаете, когда сегодня меня накрыло медным тазом, завтра я наоборот на качелях куда-то там взмываю вверх. Нет. А здесь нахождение в потоке, то есть это чувствовать вибрации, считывать их правильно. Я не смогу вам объяснить, что это такое, если вы это не проживали. Вы должны это прожить сами. Поток. Это когда это полное доверие, это как-то по течению ты плывешь, но не как безвольное, знаете, все. Делайте со мной что хотите. Нет, это другое состояние внутри вас, расслабленное. Но при этом сконцентрированы вы на свете. Расслабленные и сконцентрированные. Это, понимаете, две полярности, но они должны быть объединены в этот световой круг, в целостность. Женщины, вы пригласите этого мужчину в свою жизнь, потому что у вас есть вот этот эликсир, источник этой любви. Просто проснитесь
Он вам сказал: проснись, потому что он вас так не найдет. Если вы будете в спящем состоянии, в спящем режиме, он вас не найдет просто. Знаете, каждый день делать максимально то, что вы сможете для себя, для своей творческой реализации. Пожарить вкусно блины, например. Но так это сделать, чтобы просто от ваших блинчиков невозможно было оторваться. Сделать в этот день, каждый свой день делайте наполненным, каждый свой день заполняете прекрасными делами. То есть наряду с обычными, да, делами вы можете и обычные дела превратить в прекрасные на самом-то деле. Семейный очаг. Вы должны в себе, смотрите, всех своих партнеров сейчас простите. Те, кто наиболее сделал вам больно, прошелся по вам танком, вот их простить нужно и отпустить. Принять это как опыт и осознать то, что этот человек, например, ваш кармический партнер, который не для любви, который для кармических уроков, вы, прощая его, как сказать, вы знаете, это такая тонкая грань, простить человека, но при этом оставаться в своем, вот в этом световой сфере, вот в этой, неприступной, то есть за ваши границы невозможно зайти без вашего ведома. При этом ценность себя осознавать. Я прощаю тебя, да, но я не пускаю тебя в свою жизнь, например, с предательствами, с обманами, или для обычной жизни, вот такой вот, как миллионы людей живут на планете Земля. Мне это не нужно, мне это не интересно, я уже другого плана человек. Для духовного роста вам нужно как раз-таки отпустить всех своих партнеров. И знаете как еще? Даже если этот человек вас не принимал, критиковал, обесценивал, вы поймите, это его проекции, это его мысли. К вам они не имеют никакого отношения, абсолютно. Вы уже сочетаетесь вот с тем человеком там, в космосе, за миллиарды лет до сотворения Солнечной системы, понимаете? Вы уже там соединены с ним. И какое вам дело сейчас? Что там думает, что вот эти вот мелкие какие-то, знаете, обычная мелкая жизнь, зачем она вам? Смотреть и видеть, вы поймете, что это не одинаковое совсем. Смотреть, это я смотрю на природу, допустим, я вижу лес, я вижу воду, реку великую, я вижу камни, я вижу... А что я вижу? Я смотрю, а что я вижу, да? Смотреть — это воспринимать поверхностно. Видеть — это видеть суть вещей, суть явлений, внутрь. Вот сейчас что я вижу? Именно своим внутренним видением я вижу, что это место настолько вас будет наполнять, исцелять, даже через камеру, даже через то, что вы здесь не находитесь, но я вам буду передавать этот световой код, эту световую вибрацию и это место силы через себя, потому что я проводник. Вы должны наполниться этим благостью, счастьем и радостью. Я вам сейчас приподнимаю завесу этой тьмы. Возможно, для кого-то мои слова
покажутся спасением именно в этот момент. Вам нужно это услышать. Вот они, ваши предки пришли, предки вашего рода пришли. Все вас поддержать на этом пути. Знаете, как идет? Тот человек, который вам пара, он тоже обладает сверхспособностями, сверхчувствованием, сверхчувствительностью. То есть даже если этот мужчина, например, или эта женщина не обладают какими-то там экстрасенсорными способностями, все равно есть это есть ваша и его световая вибрация, они идентичны, потому что вы из одной световой монады. Это ваше близнецовое пламя. Вообще многие начнут видеть знаки и пойдут в целительство. Возможно, вам стоит попробовать исцелять сначала себя, потом свое пространство. Исцелять пространство посредством того, чтобы вы правильными вибрациями наполняли это пространство. Расслабленность. Ну, это вот доверие, говорю, по течению, когда вера, расслабленность, все будет так, как задумал Творец. Исцеление вас ждет. Исцеление. Молитва. Прощение своего рода. Что еще? Ну вот она, пара, вышла опять. Гармония в паре. Это отношение, где слияние двух энергий происходит, мужской и женской энергии, где эти две энергии есть и в вас, и в нем. Вы нарекаете свою внутреннюю женщину быть женственной, легкой, доброй, мягкой, обволакивающей, нежной, хранительницей, созидающей этот мир. И вы нарекаете своего внутреннего мужчину мужским мужеством и выдержкой, волей, великим нравом, умением защищать вашу внутреннюю женщину, быть ей опорой. Сначала вам нужно в себе подружить вот эти две ипостаси вас. Мужчины, точно так же вы исцеляете в себе вот эту парность внутри вас. Вы уже знаете, что у вас есть и женское, и мужское. На уровне энергетики, там, где зарождается душа, там нет пола. Поэтому у вас есть и женское, и мужское. Вам нужно это исцелить и привести к гармонии. Ну и как раз вы в благополучие выходите. У вас как будто мир весь перед вами открывает свои двери, открывает свои возможности. И также для кого это актуально, у вас рождение нового, чего-то нового. Возможно, с этим мужчиной вы родите нового человека. Возможно, вы новый проект создадите. Вы будете созидать с ним вместе, потому что такие пары созданы именно для этого, для созидания, для того, чтобы этот мир, привнести в этот мир любовь и показать этому миру, что любовь, настоящая любовь, способна исцелить все болезни, все войны, все конфликты. И вашим примером как раз-таки вы показываете, либо покажете в будущем, что это возможно. Соединение в паре, где два человека, мужчина и женщина, созидают этот мир, привносят новое и прекрасное, привносят любовь.
Вы как Аврора сейчас. Восход. Это звезда, которая восходит самый первый. Светимость идет из вашего сердца. Через практики, через познавание философии жизни, через поток вы познаете, да, новое. Вы расцветаете солнцем. То есть вы становитесь самим солнцем. Богиней. Женщина для вас, вы богиня. Вы знаете, вы защищены этим светом божественным. Фениксы, особенно те, кто возродился из пепла, вы сейчас этим светом, этим, как феникс вас как будто крыльями своими вот так обнимает, и это световое такое поле. Вы защищены этим полем. У вас будет 7 благословений вашей праматери Евы. 7 благословений Евы. Восхождение духа. Сейчас я говорю, как будто думаете о женщинах. Нет, это говорится и о женщине, и о мужчине. Потому что мужчина незримо связан. На энергетическом плане он будет вас чувствовать за миллиарды световых лет. Он будет знать, что вы и существуете, и есть. Даже если вас разделяют воплощение и воплощение и воплощение. Но я сегодня хочу сотворить для вас магию, волшебство, чтобы вы встретили этого человека в вашем воплощении здесь и сказали себе: да, это возможно. Такая любовь возможна в земном плане, когда вы соединены с землей, когда вы чувствуете ее вибрации, вы знаете, что есть этот человек. А он есть. В нем могучая сила. Сила Серафима, светимость особая. Это, знаете, как воплощение. Фильм, помните, «Город ангелов»? Нет, не «Город ангелов», по-другому называется. Николас Кейдж там играл, и Мэг Райан играла главную роль. Это о том, что ангел решил воплотиться на этой земле. То есть из светового своего поля прийти сюда. И для вас именно такое взаимодействие с человеком будет. Как будто сам ангел решил воплотиться здесь для того, чтобы вибрации Земли повысить и привести Землю в исцеление, в целостность, в любовь, божественную любовь. Фениксы, вы должны возродиться. Все те, кто меня слышит, сейчас, прямо сейчас, примите это решение. Я возрождаюсь из пепла. Как бы вам сейчас не было плохо, больно и трудно, вы должны возродиться для того, чтобы соединиться в любви. Вы
истинной любви. Течение еще быстрее сейчас идет. Сила, сила идет, сила. Сила. Ну, вам просто частоту свою нужно повышать, и все. А знаете, как можно за 3 дня, например, себя понизить до вибраций, до вашей трансформации, короче говоря. Вот то, что было, да, вы из пепла возродились, начинаете восходить как бы душой своей выше, выше, пробуждаться, светить этому миру. А можно скатиться за 3 дня, просто посмотрев, например, какую-то передачу с негативным окрасом или послушав низковибрационную музыку, типа тяжелого какого-нибудь там рока или еще что-то. Вы просто сами себя или вкручивая себя в чужие негативные сценарии, даже сочувствуя человеку, вы не должны вкручиваться в его жизнь, вы должны жить свою и светить в своей жизни. Не позволяйте просто откатиться. Вот откат будет, если вы, например, вот, ну, я сказала, что вы сделаете. Посмотрите, вкрутите сценарий, негатив какой-нибудь, услышите, опять пообщаетесь с теми, кто вам приносит только негатив. Все. Это, знаете, как из разряда того, что всех людей, которые вам каким-либо образом вас принижают, просто потому что, ну, им так захотелось, они вас принижают. Всех этих людей вот просто нахер. Вот сейчас я буду жестко говорить, но даже если это родная мама, вот просто берете и кладете болт на это. Все, хватит просить прощения у этих людей. Вы ни в чем не виноваты. Ну сколько можно? Ну сколько можно? Кто-то вообще всю жизнь пытается заслужить любовь либо родных людей, либо какого-то человека, заслужить эту любовь. Вам не нужно ее заслуживать, она у вас есть априори. Опять я говорю, вам повышать вибрации нужно. Ну вот и рассвет жизни, и солнце, и львиная энергия, это солярная энергия у вас. Опять карма. Карма в виде, знаете кого? В виде феникса. Смотрите, он возрождается из пепла снова и снова. Ауру вашу чистить будем сегодня, да. Магнетизм и эрос. Ребята, ну вот оно. Вот это взаимодействие. Тантрическая любовь. Тантрическое общение с этим человеком. Вот что вас ждет. Если вы сами сможете проводить такие энергии в себе. Понимаете, если человек не обладает таким запасом энергии, ну что он может принести другому человеку? Наполняйтесь. Наполняйтесь этой энергией.
во благо вам, во благо Вселенной с любовью.